Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, как очень быстрым способом, наверное, как и все последние мои видео, я стараюсь делать все очень просто и быстро, сделать, кто назвал их колосками, но для меня это больше как трава, ну и дополнение к нашим букетам. Также их можно сделать не только в таком светло-бежевом, желтом цвете или кремовом, но я думаю, если сделать их в зеленом цвете, это тоже будет выглядеть очень красиво. И еще отвечу на такой небольшой вопрос. У меня на заднем плане доска. Часто спрашивают, что это и как это сделать. На эту тему у меня есть отдельное видео. Делаю я ее из обычных винных пробок. Если вы не видели это видео, снизу я оставлю обязательно ссылку на него. Переходите и смотрите. А теперь давайте приступать к нашим веточкам. Вот такие миленькие они получились. Каждый может их назвать так, как хочет, будь то это колоски или какая-нибудь травка. Я же делала после того, как нарвала с дочкой вот этой травы. Я не знаю, как она называется, и растет она возле речки. Но когда-то давным-давно в интернете я видела что-то похожее. Ну и теперь решила повторить, сделать. Я буду использовать светлую бумагу номером 17А1, но аналогичный цвет в бумаге 577. Веточки вы можете делать как длинные, так и короткие. Выбирайте уже сами те, которые вам будут подходить к композициям. Я же делала свои веточки из остатков бумаги. У меня отрезок получился 2 на 6 сантиметра, но я использовала таких 3 отрезка, поэтому вы можете использовать отрезок 2 на 18 сантиметров. И вам в дальнейшем не надо будет склеивать их между собой. Складываю в несколько раз для того, чтобы было удобнее с ним работать. И нарезать было намного-намного быстрее. Мелко-мелко нарезаем. После этого берем проволоку. Проволоку я беру тонкую. Беру ту же самую гофрированную бумагу, наношу сверху капельку клея и буду тейпировать нашу проволоку. Я нанесла много клея, но ничего страшного, потом его видно не будет. Вы, конечно, можете тейпировать свою ножку в самом конце, но мне удобнее это делать в самом начале. И уже после этого начинаем приклеивать наши заготовки. Наносим клей, делайте все аккуратно и начинаем приклеивать к проволоке, постепенно спуская нашу полосочку все ниже и ниже, также фиксируя ее клеем. Тут вы можете еще выбирать длину своей полоски, или даже сказать не полоски, а саму высоту вашего так называемого колоска. Я думаю, в композиции будет смотреться, если вы будете делать такие заготовки разного размера. Все постепенно хорошо приклеиваем и формируем нашу веточку.
Ну и как же наша веточка без самих листьев? У меня сама заготовка бумаги была где-то 13 сантиметров. Я от нее отрезаю листики где-то по сантиметру. Они могут быть разнообразные, разной длины и ширины, я думаю, это не принципиально. На одну веточку я вырезаю 2 таких листика, подкручиваю, можно чуть-чуть растянуть, смотрите уже сами, и будем приклеивать к нашей веточке. Точно так же вы можете приклеить листья таким образом, чтобы они торчали сильно сверху. Ну а можете их опустить и сделать ниже. И таким очень простым способом мы можем сделать дополнение к нашим букетам. Тем более, так как сейчас осень, а их можно делать разнообразного цвета. Если делать вот в таких светлых цветах или каких-нибудь бежевых, они будут похожи на сухоцветы. Также у меня есть отдельный плейлист, куда я загружаю видео именно по зелени для букетов. Эта так называемая трава тоже будет в этом плейлисте. Смотрите, переходите, и, возможно, именно этот плейлист с зеленью вам поможет для того, чтобы подобрать зелень именно к вашему букету. Ну а также не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео, подписываться на мой канал, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!